Вот туда мне. И это еще не верх, это только начало. Всем привет! Я в Ергаках. Отхожу от озера Лазурного. Маршрут мой уже начался несколько километров назад. Поднимаю сейчас вот эти курумы. Жарина невозможная. С тяжеленным рюкзаком, конечно, тяжко подниматься в такую жару. Но я все равно кайфую. Это лучше, чем дожди. И чем, говорят, до этого тут был снег до меня. Мне на Тагана и снега вот так хватило. Рюкзак тяжелый. Взвесила дома, 25 кг показал, но это не точно. Обычно, когда поднимаюсь, никогда не пью, но тут вообще прям мега жарко. Я думаю, на солнце градусов 40, как на юге. Такие большие курумы, огромные. Вообще я люблю по ним лазить, я уже много раз говорила. Мне очень нравится преодолевать такие препятствия. Вот такие просто громадины. Летают и кусают прямо через носки, могут прокусить. Очень больно кусаются. Они облепили. Вот только сядешь чуть-чуть отдохнуть, все. Ну вот мое первое падение, я уже валяюсь. Капец. Надо как-то вылазить. Ё-моё. Как я упала. Живой курум наступила. Живой камень. Рюкзак перевесил, и очки куда-то улетели. Не знаю, достану я сейчас или нет. Капец. Колено содрала немного. Вот оно, начало маршрута у меня. Уже приключения начались. Вот так просто перевернула меня. Рюкзак вверх ногами лежит. Я даже не поняла, какой шатался-то камень. На какой я наступила. И очки куда-то улетели. Я не знаю, их сейчас вообще найду. Я поняла, какой камень шатается. Прям вот этот. И причем сильно. Вот. Капец. А вон они, очки. Надеюсь, они дальше сейчас не покатятся. Вот он, Саян во всей красе. Кто еще ни разу не видел. Вот его волосы. Там потом будет перевал по ним. Вот нос, подбородок, руки сложены на груди и ноги. Такой вот он лежит, каменный Саян. И мне вот тут подниматься. После того, как я упала, я не снимала продолжительное время, пока поднималась по этому куруму. Коленка щипет, разодрала коленку и немножко локоть. Это я очень удачно упала, прям очень так мягко. Немножко поцарапалась, ничего страшного. Сегодня очень прям жарко, и я прям чувствую, что идется очень плохо из-за этого. Хоть я и люблю жару, но идти, конечно же, мне всегда тяжело. Нет никого, вот что здорово. Там на Радужном было немного людей, но совсем мало. А вот иду, вообще никого нет. Я надеюсь, так и будет. И все, иду, и все у Саяна. Тут переход такой обманчивый очень. Постоянно проваливаешься в яму, потом вылазишь, все это по куруму. Получается, в основном в гору идешь. И все не можешь к Саяну выйти. А потом к Саяну выходишь, и там подъем начинается. Перевал по волосам Саяна. Тоже непростой. Красиво как. Еле-еле тенек нашла, вот так вот забурилась. Надо маленько в тенечке посидеть, отойти от солнышка. В желудке, главное, урчит, но есть совсем неохота, потому что жара. Решила банан съесть, воды попила. Кстати, пока тут сижу в тенечке, похвастаюсь своим рюкзаком новым. Фирмы Милит. Пока я иду, и дома я его весь вот подстраивала под себя, регулировала, разглядывала, пока он меня всем устраивает. Очень продуманный, всяких фишек у него много. Долго не буду про него говорить. Но есть
Ну, есть за что хвалить. Вот это вот верх полностью отстегивается, и можно через плечо сумкой делать. То есть отдельно переносить. Можно вообще убирать. И будет такой маленький рюкзак. Всяких застежек, пристежек, кармашков. Самое главное для меня, для блогера, чтобы вот на поясе кармашки были. И тут на обоих есть кармашки. И вот этот вот он еще расстегивается. И такой длинный делается, короче. Вообще. Я чуть не пищала вот от этого. Реально. Сколько рюкзаков искала, нигде с кармашками не могла найти. Короче, вообще удобный, классный рюкзак. Пока довольна, пока ничего плохого сказать не могу. Там ручей внизу. Речка небольшая. Ручей, речка, ручеек. Короче, надо там сполоснуться будет и воды набрать, потому что дальше будет подъем вот такой. И потом траверсом вон туда. Вон туда. Это уже волосы Саяна. Вот он, Саян сам. Лицо его, нос, губы, подбородок. Я уже не раз показывала этот перевал, поэтому долго снимать не буду. Короче, он очень длительный, мучительный такой. Но, по крайней мере, не все время в лоб. То траверсом, то вверх, то траверсом, то вверх. Меня народ в комментариях часто спрашивает про мою снарягу. Что я беру, что я покупаю. Я особо не люблю хвастать, да рассказывать. Но в этом походе по максимуму расскажу, покажу, что у меня есть. Тем более, что снарягу я обновила. Хочется немножко похвастаться. Ну и самой, конечно же, испытать. Посмотрите, какая красота, какое разноцветие. Просто чудо. И снег внизу лежит, и цветы. Ну вообще. Ой, вообще обожаю эту тропу, она все время вся в цветах. Причем, по-моему, все лето цветет. А вот там скалакит. Начался тут скалолазательный процесс. Я вон в курумах вся, огромных. Вот туда мне сейчас, видите, метка лезть. Вот спуск, он категорийный, я не знаю какой категории. Там просто жопных мест дофига на спуске. Вот так вот сейчас мне тут лезть придется. Я не знаю, камера, наверное, не передает, конечно, всю опасность. Вот такие каменюки, среди них надо как-то пролезть. Я специально в июне поехала, чтобы снега было побольше. Вон озеро Лазурное уже виднеется. Кажется близко, а до него еще чапать. Ой-ой-ой-ой. Столько курума много. Еще спуститься надо, этот сложный перевал. Вот такой спуск мне сейчас предстоит. Стою тут на краю. Сейчас буду прыгать. Это вот такое каверзное место на этом перевале. Прыгать и как-то потом рюкзак надо стаскивать. Что сложно, он же тяжеленный. Жескачный момент такой. Это для меня очень сложно. Сейчас палатку могу порвать. Ёшкин кот. Как у меня сейчас улетел телефон. Чуть он туда с обрыва не упал. Короче, он упал с палки и отстегнулся и полетел.
Вот я перепугалась, и непонятно, за что больше, за рюкзак, за себя или за телефон, или за все вместе. Тут какая-то жопка на маршруте. Снег. И по нему очень опасно идти. Видно, что следы были, но они прям старые. Опасно провалиться. Там такие ямы, там такие глыбы. Все себе переломать нафиг. А обходить — это просто жесть. Тут курум нехоженный. Живых камней много. И большой вперемешку с маленьким. Я не знаю, вообще пролезу ли я там. Короче, и здесь тоже не обойдешь. Здесь очень крутой склон, резкий. Да и даже если вот так пойти, когда-то кто-то ходил, видно. Там вон уже слой какой снега. Тонкий. Он просто провалится и все. И ноги переломаешь нафиг. Че, сегодня вообще никто, что ли, тут не ходил? Капец. А мне туда вот именно надо. И никак не обойти. Ну, не знаю. Сейчас буду, наверное, как-то вот так обходить по Куруму. Пробовать. Короче, этот весь снег пришлось вот таким огромным кругом облазить по этим Курумам. И вот здесь вот я сейчас вышла. Рододендрон цветет. Такая ляпота. Чумень. Вон как много. Короче, решила прям тут на Куруме протеиновую печеньку съесть и фруктовый батончик. И воды попить, чтобы силы прибавились. До Лазурного-то, кажется, рукой подать. Еще Курумов вон сколько есть. Кстати, уже жара спала, я еще в тенечке тут сижу, в тенечке вообще не жарко. На солнце, может, жарко, а я пока по тени же спускалась. Что-то я с тропы сбилась уже который раз. Так в карту лень лезть. Иду наугад. А тут с метками в Ергаках. Это вам не на Таганае. Они, конечно, есть, но их еще тащите, называется. Квест по поимке тропы был пару раз успешным и много раз безуспешным. Но в итоге я спустилась к Лазурному. Какие-то постоянно заморочки случаются. Там вон кедр огромный упал, тропу завалил. И все, ее не видать, еле вышла. Опа! И на ту сторону. Как пройти к озеру? Пойду искать. Что-то там страшно по снегу-то. Может, там он повыше поднимусь. Короче, пойду искать, как пройти. Мне-то туда надо. Мне все равно по-любому туда надо. Даже если не сегодня, то завтра все равно туда надо идти. Снять озеро Лазурное надо обязательно. Оно всегда очень красивое. И такой вот снежник огромный. Не знаю даже, где его обходить. Там страшно что-то. Провалиться-то под снег. А вообще вот здесь тропа идет. Может рискнуть, попробовать пройти потихоньку. В принципе, снег твердый, может быть, меня выдержит. Ну, не сильно так твердый. А еще в такой обуви, блин. Надо рискнуть все равно. Страшно. Короче, я без камеры это сделаю, потому что если я свалюсь, я и камеру уроню. Я сделала это. Ура! Медленно, медленно. Особенно вот этот второй участок было страшно идти. Провалюсь. Все нормально. Такое замечательное местечко. Я, наверное, вот тут и встану. Когда-то тут один раз стояла, но вообще предпочитаю стоять на том берегу. Просто в этот раз мне нужно будет завтра туда идти. До сказки сразу. И я хочу, чтобы поближе было. Рюкзак сильно тяжелый. Надо
по максимуму приближать маршрут. Вот такая у меня палаточка новая с юбкой. Давно хотела с юбкой палатку, и вот она у меня появилась. Купила я ее уже несколько месяцев назад, но еще ни разу в поход не брала. И она дома только один раз собирала. Да я не взяла от ветра защиту, вес не хотела лишний тащить. А ветерок такой дует. Хочу показать мой спальничек, такой классный вообще. Фирма вот Situ Summit. Надеюсь, я правильно сказала. Вот такие у него градусы. Он пуховый. Правда, он большой, не было меньше размера. Ну, ладно, ничего страшного. В общем, у него молнии с двух сторон расстегиваются. И вот тут вот кнопочки застегиваются. Можно чуть-чуть расстегнуть с двух сторон и просто руки высунуть и сидеть, что-то делать, ну, когда холодно. Вот. И в спальнике сидеть, и в ногах тоже там открывается. Короче, вообще мне так вот понравился. Потом у меня этой же фирмы надувной коврик. Он вот такой толстенный. Во-первых, на нем будет очень мягко спать. Во-вторых, будет тепло. И весит он что-то 450 грамм всего, что ли. То есть мало. И очень здорово надувается. Его чехол, это вот такая надувная штука. Подсоединяешь к коврику. Воздуха набираешь и в коврик. Вообще удобно. Я потом покажу. И подушка, по-моему, этой же фирмы. Она приклеивается к этому коврику, чтобы она не елозила. У них, кстати, очень классные закрывашки, что у коврика, что у подушки. Можно вот одну открыть. Вот. И она не сдуется, и поддуть. А чтобы сдуть, надо вот эти две сразу открывать. И у коврика такая же система. Мне очень нравится. И вот так приклеиваешь подушку, и все, она не елозит. Очень здорово. А если вы не хотите, чтобы эти штуки были, липучки, они, во-первых, отдельно идут. Их надо самим наклеивать. А во-вторых, они наклеиваются с той стороны, где надув коврика. Можно перевернуть спокойно, и все. Вот так. Я уже реально с ног валюсь, я не знаю. Я ночь не спала в автобусе. Да еще столько пройти по жаре. В общем, угадайте, что я себе тут приготовила. Просто добавь воды. Лапша. Взяла несколько штук, поэтому несколько вечеров у меня будет просто лапша. Вот. Как смогу костер сделать, так буду варить кашу. Взяла гречневую зеленую, гречку зеленую. А когда не будет возможности варить, я буду на газу, чтобы побыстрее. Поэтому я взяла лапшу, и там еще сублимированные у меня продукты какие-то есть. Лапша и лук. Просто лук репчатый. Сейчас поем и, наверное, сразу завалюсь, потому что спать хочу, не могу. Купаться я не буду. Просто хочу немножко полоснуть ноги. Ой, она, кстати, холодная все-таки. Но не такая ледяная, как в тех других озерах. Надо потихоньку идти, чтобы муть не поднимать.
А, коленку как щипит. Носочки застирала свои. Ну так, без мыла, конечно, зашоркала. Все. А что, они пыльные ж только. Сейчас это до завтра, наверное, просохнут, если солнышко будет. И полотенце тоже, так как я им полностью вытиралась, я его тоже хорошо зашоркала и положила. Вот так пусть сохнет. Все, надо и бежать быстрее в палатку, просто зажирают. Расстегнула проветривание снизу в ногах. Опа! И здесь тоже вот так вот можно отстегнуть. А можно вообще вот кнопочки вот так. Оп! И руку сюда. И здесь также. Оп. И вот так сидеть. Ну, как кофточка, знаете, и ноги будут торчать. И можно капюшон, допустим, надеть. Во. Вот так вот можно. Ну и здесь можно побольше застегнуть, чтобы только под руки осталось. Это, допустим, если холодно, его можно, получается, просто на себя надеть и греться. Расстегнуть где удобно. Даже можно ботинки обуть и ноги вытащить. Представляете? Вот это вот до чего дошел прогресс. Удобства какие стали. Вот, короче, мне очень нравится этот спальник. Вообще, прям в него сразу влюбилась. В спальник влюбилась. Вот. Ну и коврик мне очень нравится, то что он такой толстый, он теплый и при этом весит мало. Вот бы мне на Байкалово, да, когда я была. Ну, вообще, я собираюсь на Байкал еще зимой, так что все впереди. И подушечка такая удобная. Ой, сегодня вообще буду, мне кажется, кайфовать. Все, всем спокойной ночи, до утра. Доброе утро, земля. Время 8 утра, уже жарина. Чувствую, сегодня меня ждет офигенный переход. Жаркий-жаркий. Не запрещай себе мечтать, пусть не в цветном, пусть в черно-белом, пусть ты открыт ветрам и стрелам, сними замок, сорви печать. Не запрещай себе творить, пусть иногда выходит криво, твои нелепые мотивы никто не в силах повторить. Не обрывай свои цветы, пускай растут в приволе диком, молчанием, песней или криком среди безбрежной пустоты. Не запрещай себе летать, не вспоминай, что ты не птица. Ты не из тех, кому разбиться гораздо легче, чем восстать. Не запрещай себе любить, не нужно чувств своих бояться. Любовь не может ошибаться и все способна искупить. Не береги лучей звезды, бросай направо и налево, и эти странные посевы дадут чудесные плоды. Не бойся жить, не бойся петь, не говори, что не умеешь. Ты ни о чем не пожалеешь, да будет не о чем жалеть. И не стесняйся побеждать, твоих врагов судьба излечит, и, может быть, другие встречи еще вас будут ожидать. Не бойся в камне прорастать, под небосвод подставив плечи. Пусть без мечты порой и легче, не запрещай себе мечтать. Каждый раз, как уйти со стоянки, я сижу, думаю, настраиваюсь. Тяжело уходить. Не знаю, как-то привыкаешь к месту,
Даже за одну ночь, а если несколько ночей стоишь, еще больше. И настраиваюсь перед рюкзаком, перед тем, как его надеть. Тяжеленный этот огромный рюкзак. Стою, настраиваюсь. Ничего, к концу похода он станет намного легче. Еще только утро, а уже жарище невозможное. Что-то тут как будто ураган прошелся. До этого я говорила, кедры там повалило, и тут тоже вот поваленные кедры. Такие толстенные, жалко. Фига себе, сломала как такой толстый кедр. И прям на тропах это все лежит. Сейчас мне придется как-то все это обходить, облазить. Конечно, с одной стороны будет много дров теперь здесь, а с другой стороны жалко кедры. Это какому урагану надо было тут пронестись, чтобы такой кедрина выдернуть? Он раза в 2,5, наверное, меня выше. Корень только. Это же ужас. Толстенный, огромный, многолетний кедр. И их тут вот таких вот 3. А нет, вон там еще один, вижу, 4 огромных кедра упало. Жалко кедр. Ну этот уже полуживой такой был, но еще живой. Дальше по тропе тоже много поваленных, именно вот таких толстых кедров. Прям много. Нет, там я еще и маленькие видела. Короче, не знаю, что тут такое было за ураган какой-то. Или снега, может, в этом году было слишком много. Не знаю. Короче, много деревьев очень поваленных, жалко. Именно такие многолетние, толстые. Хоть и жарко, я решила ботинки надеть. В них все-таки намного удобнее идти. Ноги не так ломаешь. Что тут реально очень много деревьев попадало. Все вот в таких вот такие тропы. Просто все в ветках и где-то деревьями перегорожены. Приходится перелазить. Блин. Чуть-чуть остановишься, камеру включить. Все, зажирают эти оводы. Я, конечно, не подумала. Решила, я в июне же не была никогда, надо съездить. По-моему, это я погорячилась. Сильно много всякой мошкары и комаров, и оводы еще ко всему. Все жрут. Просто нереально даже чуть-чуть остановиться. Я еще вся потная. Они это любят. Короче, вон еще упавший кедр огромный. У меня вчера я вроде бы сказала, что у меня сегодня переход до озера Сказка. Там я хочу встать на несколько дней, оттуда походить в Радиалке. И эта мысль меня очень сильно успокаивает. Потому что мне главное доползти оттуда.
по-другому не назовешь. И там я встану, и за несколько дней рюкзак полегчает. Ну и хоть не таскать его несколько дней. Переход этот частично идет через тайгу, а потом я выйду наверх на такое большое плато, долина сказок называется. Мне через нее нужно будет пройти, преодолеть сложный категорийный перевал. Там он очень крутой и сыпучий. Я помню, что это просто капец. Сзади какая красота, да? Папоротника сколько. Красавчик. Ох, сколько тут можно было папоротника насобирать. Вот. А там уже самая красота начнется. Красивые виды. Озеро Сказка не зря так называется. Вон черепаха. Вот она. Черепаха. Вот ее голова, и на ней черепашонок маленький ползет. Это уже долину сказок, видать. И там вот улитка. Вот она, улиточка маленькая. Вода живительная сила, только как к ней подобраться безопасно. И не укатиться, тут скользко. Я вообще не знаю, как я сейчас пойду. Ой. Не знаю, видно, нет, позади меня огромное дерево упало. Мне его надо обходить. Где-то. Прямо на тропу. Опасный такой переход, катушка и там обрыв. И эта катушка из-за воды такая мыльная, скользкая. Надо проходить прямо у стенки самой. А тут вода бежит, брызгает. В жару, конечно, хорошо. Давай, брызгай, брызгай на меня.
Поднимаю сейчас вот по такой скользячке. Это просто мыло. Мыло. Просто вообще едет все. Вот так вот мне еще подниматься. И вот эти вот деревья, они сильно низко. Они прям очень цепляют рюкзак. Очень сложно под ними лазить. Зато не скучно идти. Не люблю скучные маршруты. Вышла вот отсюда. И тут наконец-то открылся какой-то хоть вид. Вид на кита. Скала кит. Отсюда не сильно-то похоже на кита, мне кажется. Вот она. А мне туда, тут тропа почище, кстати, стала. Сейчас вот эту речушку проскочу. Тут уже тропа поинтересней. С корнями и каменистая. Очень интересная тропа. Я поднялась! Карликовая березка. Ноги царапает. Ёшкин кот. Ее тут много. Вроде тропа есть, но она вся заросшая боберезкой вот этой. Ноги сильно царапает.
Сколько тут черемши много растет. На сказке тоже должна быть. Будет сегодня салатик с черемшой, наверное, у меня. Она тут, конечно, такая меленькая. Но пойдет. Тоже вкусная. Черемшулька. В Бергаках все дольше всегда растет. Из-за холодных ночей. И вообще из-за холода. А вот и дикий лук. Дикий лук. Ну, на сказке он тоже растет. Так что, походу, черемша будет еще и с луком. Вообще замечательно. Да. Как я кайфую, вы не представляете. Ой, лук какой жгучий. Что тут вокруг болота. Прям все залило. Из-за этого все, я потеряла тропу. Потому что ее залило и непонятно, куда идти. Сейчас придется как-то наугад идти. Главное, совсем с тропы не уйти. А то потом подниматься будет неудобно. Вот такие болота. Все мокрое в воде. Везде просто. И тропу залило, ее не видать. Такая красота вокруг. Птички поют, носорога хорошо видно стало. Ну, черепаху тоже хорошо видно. Красота, ляпота. Полный кайф. Горячавка. Это дикая фиалка. Все такое синенькое, красивое. А я уже подхожу к перевалу Сказка. Сейчас начнется длительный, сложный, жаркий подъем. А спуск будет еще жестче. Он категорийный, очень сложный, опасный. Ихточка. Мягкая, пушистая, такая золотистая, нежная. Ой, так классно. Ой, пахнет так вкусно. Еще бы оводы не кусали. Ой, прям хочется ее нежить. Жрут. Только встанешь и сразу жрут. И я чувствую, так весь поход у меня будет. Они от меня не отстают нигде просто. Мега жарко. Очень тяжелый подъем в такую жару. Грязь. Хочется пить, но на таком жестком подъеме лучше не пить. Еще хуже будет. Сейчас уже поднимусь и как напьюсь воды. Жарина. Такую жару, товарищи, надо у моря лежать и купаться, и загорать. А не вот так вот превозмогать. Знаете, сравниваю Тагана и сейчас, какой там Дубак был, и какая здесь жара. Небо и земля. От жары я кайфую, я люблю, когда жарко. Не люблю мерзнуть. Но именно переходы, когда с рюкзаком с тяжелым идешь, лучше даются в прохладную погоду. Гораздо легче идти, настроение выше и дышится легче. Такие дела.
Я поднялась. Господи, наконец-то. Еще никогда я так тяжело не поднималась этот подъем. Потому что жарина. Вон она красота. Озеро Сказка. Ура! Ура! Еще бы спуститься. Тут спуск сейчас трэшевый будет. Просто жесткачный. Страшно заранее мне. Когда без рюкзака его спускаешься, намного проще. С рюкзаком страшно. Вот это вот, представляете, это носорог. С этой стороны вообще непонятно. Прямо возле него поднимаешься, получается. Вот она красота. Сказка. Вот я люблю возле этого озера стоять. Очень красивый вид. Но тут с дровами очень туго, очень. Поэтому я вот сейчас думаю, опять я встану у озера или пойду куда-нибудь там в лес вон туда. Вон там маленькое озерцо, можно там где-то встать. Сколько снега. Фух. Вот это класс. Отлично. Освежились, можно дальше идти. На спуске такая открывается красота. Бадан цветет. Такой розовенький, красивый. И на фоне озера и скал. Выглядит прям супер картинка такая. Сказка и есть. Сам спуск я не снимаю, потому что это очень опасно. Попытаюсь камеру передать. Но он плохо, конечно, передаст. Вот такие каменюки. Маленькие, большие. Много маленьких, сыпучих. Где-то сырость, где-то наоборот сухо. И вот эта вот вся сыпуха, камни вот эти, они очень сильно сыпятся. А спуск очень крутой. Резкий такой. И прям очень опасно спускаться. Я еще когда вот этот снег увидела, испугалась, думала, неужели он на тропе? Потому что если бы он был на тропе, бы просто не спустилась никак. И просто оказалась бы, как сказать, в ловушке. Слава богу, что он чуть-чуть в стороне. И вот тут вот сейчас вот самая жопа будет спускаться. Вот тут все очень сыпется. И очень крутой спуск. Вот это вот преодолеть самое страшное. Вот до конца снега примерно. Там уже попроще внизу будет. Такие дела. Такой опасный спуск к сказке. Как хорошо, что я все-таки решила в ботинках идти. Потому что я бы в своих тех летней обуви просто бы тут умирала. Вот эти ботинки, кстати, еще удобны тем, что у них носок узкий. То есть вот эта подошва сама, она как бы как зауженная спереди. И получается носок куда-то вот в более неудобное место, узкое, очень удобно ставить. В отличие от широкого ботинка, который туда не войдет. О, Господи, тут вообще жесть просто. Все, я выключаюсь. Спустилась. Минут уже 20 или 30 назад. Сижу, отхожу от рюкзака, от перевала. Чистила ботинки. Сижу, думаю, где встать-то, здесь или все-таки пойти в лес. В лесу заманчивее чем? В такую жару можно укрыться в тени, а тут на солнце будешь жариться и некуда спрятаться.
Алина, ты можешь! Ё-моё! Какая вода! Я еще хочу с головой окунуться, народ! На счет 3. 1, 2, 3. Хорошо как! Хорошо! Помыться! Помыться! Нет, все, надо выходить. Как же классно! Тело все горит, обжигает. После жары такой. Это такой кайф. Кайф. Я просто вся помылась. Ногам так приятно босиком походить. Поставила воду кипятиться. Хочу показать перевал. В каких-то фильмах я его уже показывала. И вот тут вот я спускалась, получается, вот отсюда. Ну и примерно вот в этом районе. Это очень круто. Крутой спуск. И вот носорог с этой стороны, он больше на бульдога похож. Ну, я говорю, камера, она никогда не передаст, насколько реально серьезные вот эти вот перевалы. Я тут жарюсь на солнышке, загораю. Жарко, уже почти обсохло, и мне уже снова жарко, и снова в воду хочется купаться. У меня полноценных обедов не рассчитано, у меня в основном перекусы на обеды. Поэтому сейчас я воду согрею и попью либо чай, либо цикорий со всякими там вкусняшками. А потом, скорее всего, дальше пойду. На перекус у меня цикорий с кедровым орехом, люблю так делать. Прям туда добавляю, чтобы горячим залить, и потом с кедровым орехом вкусно пить, и потом его съедать. Печенюшки обычные, манго, кусочек, батончик и орешки. Это мой обед. Ничего себе! Там большой, огромный снежник сошел. Вот почему и опасно ходить, где снег. Обалдеть. Как же здорово пить чай с такими видами. Вот видите, сколько снега. И где-то вот в этом месте такой огромный кусок сошел просто. Поэтому так громко. Нет, вот в этом месте, вот, по-моему, где мокро. Там только что был снег. Вот эта вот скала, она была в снегу вот в таком вся. О, хорошо!
хорошо. Ух. Вот это освежение. Вот сейчас я полна бодрости, энергии. Покушала. 2 раза искупалась. Теперь можно идти дальше. Нет, надо еще раз искупаться. Ух. О, внизу вообще вода ледяная. Там же родники бьют. Вот такая жара, что даже в такой ледяной воде хочется побольше поплюхаться. Класс. Вот это я класс. Вот это я сегодня накупалась. Мне даже выходить ногами неохота. Пусть они подольше освежатся. А то им в ботинки лезть. Жарится. Тут небольшой переход остался. Но все равно. Там-то я уже не искупаюсь нигде, наверное. Прохожу такое чудесное место. Здесь между 2 кедров. Как будто бы палатку можно поставить. Там, правда, корни, всякие камни. Но вид такой шикарный. Я прям даже задумалась. Но, с другой стороны, тут до воды очень далеко. Вышла я к полноценной стоянке. Там вон и костровище, и даже столик небольшой с лавкой есть. Я здесь никогда не стояла. Правда, вот зачем люди оставляют все время еду? Тут вот именно в Иргаках запрещено еду оставлять, любую. Вот зачем? Тут медведи же ходят. А вот там вот, прям рядом, речка протекает. Шикардос. И вода рядом. И даже можно искупнуться. Вот здесь, например. Класс. Красотища какая. Цветов сколько цветет.
Наконец-то я сняла этот рюкзак. У меня какие баночки с такими рюкзаками ходить. Ладно, сейчас буду располагаться. Я даже время не посмотрела, но уже вечер. Это 6 час, наверное. Виды, огонь. Мои ботиночки поставила сушиться на солнышко. Отработали сегодня хорошо. Молодцы. Ку-ку. Видите, приходится, чтобы залезть, не открыть полностью. А тут мушки залетели уже под тент. И это очень плохо. Сейчас все мухи сюда полетят. Обещала показать же, как надувается. Тут с двух сторон открывается. Это очень удобно. Мне нравится, по крайней мере. Так, тут запаска, кстати, есть. С одной стороны коврик вытаскивается, а с другой стороны открываешь и мешок надувной. Я в этот коврик реально влюбилась. В коврик и в спальник. И вот в такую маленькую подушечку. Вообще она невесомая. Вставляете от мешка вот такую штучку. Вот сюда. Закрываем и открываем одну только крышечку. И тут специальное такое устройство, как бы сказать, которое туда воздух пускает, а обратно нет. Раз 5-6 достаточно, чтобы его полностью надуть. Я уже потом под конец просто поддуваю посильнее. Все нормально. Да, это же фирма. Подушки такой же принцип надува. Только ртом ее можно надувать. Кстати, что в подушке, что в коврике, там есть немного пуха. За счет этого они намного теплее. И там еще какие-то антибактериальные, что-то антибактериальное, в общем, которое не позволяет плесени появляться внутри. Поэтому подушку можно ртом надуть. Тоже ее надуваешь, но она не сдувается. Где мой красивый мега-спальничек? Мега-классный. Надо его вытащить, чтобы он распушился. Он сжался весь. Такой огромный спальник. Вмещается, видели, да? Такой маленький получается, как сжимаешь его. Я тут за дровами пошла, ищу дрова. Пока ничего не нашла. Зато нашла цветущую рябину. Такой запах от нее обалденный. Смотрите. Иду тут по зарослям. Ноги ломаю. Нашла дровину, не могу к ней подобраться. Тут везде вода. Вон.
Ищу где. По пояс, короче, в этой черемице. Ни разу по такой высокой не ходила. О! По какой траве только я не ходила. И в папоротнике выше меня. И в всяких кустах. Но по такой я еще не ходила. А когда-то же это должно было случиться. Надо все попробовать в своей жизни. В пределах разумного, конечно. Блин, как же мне эту речку-то перейти? Перескочила в одном месте. Ой. А тут дикий лук растет. Вкусный такой. Я понимаю, что я сейчас его не смогу отсюда унести. Сейчас я дрова понесу. А вот черемши что-то тут не видать. А нет, видать. Только очень мало. Короче, есть тут и лук, и черемша. О, какая дровишка-то хорошая. Интересно, она не сильно мокрая. Что тут, походу, вода была. Думаю, можно ее взять. Вот еще стоит совсем сухой. Абсолютно высохший. Думаю, можно веток пообломать отсюда. Капец, мошка летит в глаза. Там она мокрая, конечно, дальше, но вот часть можно взять. Часть совершенно сухая. Ее пилю. О. Так, а вот эту надо поставить. Или положить вот сюда. Оп! Будет заначка. Пусть сохнет. Капец, мухота одолела прям жестко. В глаза летит. Невозможно смотреть. Да. Надо срочно костер. Давай, разгорайся, костерок. Хотя бы мухоту отогнать. Я так-то большого костра не хочу, на улице тепло. Если что приготовить, даст не тратить. Кашка уже варится, я туда сухих овощей сушеных добавила. Вот вкуснятина будет. Зеленая гречка с овощами. У меня сегодня полноценный ужин. Зеленая гречка с овощами.
Такая порция большая получилась. Чесночок, хлебушек даже есть, и даже огурец. Вот такие дела. Стало время зефирок. Нас на углях хорошо. У меня вот такие вот зефирины огромные в виде кошачьих лапок. Нашла в магазине, где продают в отдельных упаковках по 2 вот таких штуки. Есть вот такими большими пачками вот такие продают. Ну и пачку целую неудобно брать в такой поход. И вот у меня на весь поход всего 4 таких зефирины. Важно зефирину делать именно над углями. И постоянно переворачивать, чтобы не сжечь ее. Она должна внутри тоже пропечься, чтобы не было такого, что она сверху сгорела, а внутри не пропеклась. И вот это вот такая грань тонкая, надо следить. И потом она очень вкусная получается. Сверху легкая такая корочка будет, поджаристая, а внутри будет как крем, таять во рту. Главное, чтобы зефирина еще не стекла в костер. Такое тоже может быть, потому что она прям сильно такая мягкая становится. Не пережарить до такой степени, чтобы она не упала с палочки. Я думаю, достаточно уже. Она такая разбухнуть должна, побольше стать. Вот какая огромная. Главное не обжечься, она горячая сильно. Блаженство. Вот она внутри прям как крем. А сверху корочка. Это пища богов. Божественная пища. У меня 3 зефирина осталось, а еще 8 дней похода. Как же это вкусно.